Добрый день, друзья! Сегодня познакомлю еще с несколькими своими цветущими орхидеями и сравню их, потому что они очень похожи. Недавно под обзором из Леруа Мерлен разгорелся спор. Что же я показала в обзоре? Орхидею Манхэттен или орхидею Розовый дракон. И у меня они расцвели сейчас обе. Вот я и хочу вам показать и сравнить, чем отличается Манхэттен от Розового дракона. Сейчас поставим цветочки вместе. Если вы новичок и видите отдельно Манхэттен и Розовый дракон, то можно, конечно, их спутать. Но опытный взгляд всегда определит, что у Манхэттена губа в краб. И лепестки полностью усеяны такими же крапинками. Прямо как веснушки. И фон лепестков более яркий и розовый. Дракон не такой яркий. Губа, да, там тоже есть небольшие крапинки, но все же она более желтого цвета. И по краю лепестков видно, как будто очерченный ореол, и на нем нет этих мелких веснушек, этих мелких крапинок. Цветы у них приблизительно одинакового размера, но сейчас Манхэттен, который цветет, кажется, что цветы более мелкие. Но это только из-за того, что это уже веточки на отцветшем цветоносе. Всегда, ну по крайней мере у меня, на таких пробудившихся почках цветы чуть мельче, чем когда цветонос цветет первый раз. Еще две орхидеи, которые спутать еще легче и проще. Мы же покупаем с вами орхидеи, когда они с цветами, и чаще всего цветы открыты, и мы не знаем, как давно они открылись. А есть такие орхидеи, когда при длительном цветении становятся более светлыми. Сейчас вам покажу. Самый яркий, наверное, представитель такого цветения — это попугай. Распускаются цветы яркие, желтые. А цветы, которые распустились 3 месяца назад, становятся совершенно светлыми, почти белыми. Мы называем это «выгорают». Может быть, это неправильно, потому что под солнцем они не стоят, просто лепестки теряют свой цвет. А теперь давайте посмотрим на две орхидеи. Одна из них — золотой леопард, а вторая — Юпитер. Я говорю название точно, потому что при покупке на горшках были написаны названия. Давайте поставим их рядом и попытаемся найти несколько отличий.
Но первое, что сразу бросается в глаза, это разный оттенок лепестков. У Юпитера это более розовый цвет, а у леопарда желто-оранжевый, наверное. Есть различия на губе. Даже в усиках. Здесь усики короткие, а здесь более длинные. Есть желтая окантовка. Здесь ее нет. Но отличий не так много. И спутать две этих орхидеи очень просто. Но это их точные названия, потому что купила я их с названиями на горшках. И еще. Я недавно получила подарок, о котором мечтала с прошлого года. Не о подарке, а именно об этой орхидее. К 8 марта были фантастические поставки. И я все время искала орхидею, которую очень хотела. Даже с подписчиками и с покупателями, мы друг друга уже давно все знаем, спрашивали, кто какую орхидею хочет приобрести. И вот я очень хотела найти черного лебедя. Но в поставках их не оказалось. Они были в прошлом году в ноябре, в декабре, а в этом году их нет. По крайней мере, в нашем Леруа, где я делаю обзоры, лебеди не пролетали. И 8 марта у нас в доме собралась большая компания моих друзей, одноклассников, с которыми мы дружим очень давно. Они знают, сколько у меня цветов на тот момент, да и сейчас. Цветение было и есть великолепное. Всегда спрашивают, сколько их у тебя? И что, есть еще такая орхидея, которой у тебя нет, но которую тебе очень хочется? И я так, пошутив, сказала, да, у меня нет черного лебедя, а так хочется. И вы не представляете, буквально 3 дня назад мне подарили эту орхидею. Я думала, что это мы просто поговорили и забыли. Где они ее достали? Откуда они ее привезли? Осталось загадкой, но сказали, что не в Ростове. И вот эта орхидея, которую я так неожиданно получила в подарок. Моему счастью, наверное, не было предела, поэтому в тот день, когда мне ее привезли, я не спала до 3 часов ночи. Наверное, это было перевозбуждение какое-то. Красота этой орхидеи меня просто завораживает. Действительно, это можно назвать размах крыльев. Да, она не крупная, но какая-то очень благородная. Цвет, наверное, камера не передаст. Он действительно черный. И у меня не одна такая черная орхидея. В прошлом году тоже в поставках к 8 марта я приобрела вот такую темную орхидею. Да, когда не было этой, это казалось черной. Но если их поставить рядом, то понятно, почему название «Черный лебедь». Хотя это тоже из каких-то таких же орхидей. Я смотрела название, но так и не определилась. То ли «Черный принц», то ли еще что-то. Вот если кто-то знает название этой орхидеи, подскажите, пожалуйста. У меня есть несколько черных орхидей. Каода, черный ангел. Еще одна черная орхидея приобретена в прошлом году. Так и не определили тоже ее название. Я сделаю коллаж цветения этих орхидей. Да, мне в последнее время очень нравятся темные орхидеи.
не знаю почему. Цветы у всех, я бы даже сказала, не то, что не крупные, а мелкие. Чем-то они меня с недавнего времени приворожили. И вот такой нежданный и негаданный подарок я получила. Очень довольна и счастлива. Вот такая новинка, и мои орхидеи старушки, которые растут и цветут у меня уже не один год. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.